Привет! Меня зовут Светлана. Сегодня 21 августа 2021 года. Сразу хочу поблагодарить всех за комментарии. Друзья, огромное вам спасибо. Невероятно приятно получать от вас обратную связь. Особо радует, что помимо писательского таланта и всего прочего, у вас, дорогие друзья, присутствует потрясающее чувство юмора. Ваши комментарии, приправленные пиратскими словцами, написаны с отменным вкусом. Друзья, все ваши комментарии под каждым моим видео настолько потрясающие, что хочется их всех собрать и бережно хранить в шкатулочке. Помните, как это раньше мы делали с дорогими сердцу письмами, записочками, открытками? Собирали, обвязывали ленточкой непременно любимого цвета и хранили до особого момента. В общем, друзья, огромное вам еще раз спасибо за комментарии, лайки и дизлайки, ваше мнение. Ну, а что же сегодня в программе? Сразу после анонса отчет по вышивке. Все как обычно, а затем мы возьмем свой бессрочный абонемент, выданный Средневековьем, нашему любительскому клубу, и отправимся в экскурс. Во второй части прошлого отчетного видео мы путешествовали по средневековой Франции, где познакомились с жизнью Жиля де Ре. Жизнь Жиля де Ре заставила вспомнить древнюю мудрость о том, что в душе каждого человека заключены и рай, и ад. Жиль де Ре был маршалом Франции, одним из тех, кому Франция обязана своей победой над англичанами в Столетней войне, а также был ближайшим сподвижником и другом Жанны д'Арк. Поэтому, вспоминая Жиля де Ре, невозможно было пройти мимо Жанны д'Арк. И сегодня нас вновь приглашает к себе средневековая Франция для знакомства с загадкой Орлеанской девы. Ну а сейчас первый пункт программы – отчет. Напомню, я вышиваю картину «Любимая мелодия» по схеме, разработанной творческой мастерской «Артель Белый кролик». Вышиваю крестиком в 2 сложения нити по ключу фирмы ДМС на конве 18-го каунта. Ну и мои достижения. На сейчас, за прошедшую неделю, правда, она у меня была не совсем вышивальной неделей, но тем не менее около 4000 крестиков мне удалось осилить. В общей сложности это 29 700, приблизительно так, всего вышитых крестиков на картине, что составляет 12,3% от общего объема вышивки. Ну и каковы же впечатления, да? Сейчас хочу на нашем так называемом навигаторе показать, где мы сейчас находимся с вами. А находимся мы с вами вот в этом районе. То есть вышита вот эта часть. Верхний левый угол. Вот так. Ну и как это все теперь выглядит в вышивке, а не на бумаге. Вот так. В общем, впечатления таковы. Замечательно все. Меня все устраивает. Сложно вышивалось, но можно. Все вышивальное время было красочным, насыщенным и интересным. А что мне такие краски привнесло в вышивке?
Это гармонь. Вот она. Ну, все еще часть гармонии, но тем не менее. Посмотрите, какая она красочная, яркая. Оранжевый, красный, терракотовый, бордовый, коричневый, темные, светлые, розовые, белые. Здесь металлическая, как вставочка. э, Клавиши. Кстати, мне, помню, в первый раз я назвала гармонь баяном. А у меня муж окончил музыкальную школу, класс фортепиано и баян. И его это, конечно, крайне раздосадовало. Он мне: как ты могла баян перепутать с гармонию? У баяна одного ряда клавиш не бывает, только у гармонии. Вот так. Теперь я это знаю. Ну а так он мне прям это что-то. Как можно было не знать? Серьезно? Не знала. В общем, пальчики вы видите э, вышились полностью. Действительно, рука натруженная, конечно, но музыкальная, как они расположились на клавишах. Кажется, сейчас они так и пробегут. Туда, сюда. И он нам что-нибудь сыграет. Нравится. Вот одежонка его дальше продлилась, как мы видим, тут небольшие складочки. В общем, потрясающе. Было очень интересно, сложно. Сложно. Я в прошлом видео рассказывала, насколько сложно было вышивать маленький участок галстучка или шейного платка нашего персонажа. А теперь можно себе представить, что было при отшиве гармонии. Чуть опять не сказала баян. Но очень интересно, забавно, не скучно. Мне понравилось. Джузеппе просто прям он выходит на передний план. И действительно, камин как остается сзади, все объемное. Очень мне нравится, как получается. Очень. Также интересно было вышивать вот этот горшочек. Глиняная посуда для печи, камина. Забыла, как еще она, казан называется. Мне напомнила, мультик был раньше, помню, из детства. Горшик каши. Горшочек вари, горшочек не вари. Девочка носилась весь мультик с горшочком каши. В общем, очень интересно тоже вышивалась. Получился тоже объемный какой. Прям здесь впуклости, выпуклости. Все натурально. Как интересно получается. И тут я вышиваю, как это обычно бывает в жизни. Чаще, наверное, чем вышивки. Появляется девочка. Вдруг вот показалась ее головка. Спутала мне все планы. Вот такая девчуля, активная. Как говорится, не родись красивой, родись активной. Но она у нас и красивая, и активная. Я и не планировала. Я-то собиралась с Джузеппе закончить работу, все показать его во всей красе, а затем перейти к ней. Но, девочки, не втерпешь, вы посмотрите, она вот она. Видно вам? Сейчас поверну. Вот она. У нее даже глаз появляется вот. Она хоть одним глазком хочет взглянуть на происходящее вокруг нее. Ну и, понятно, на любимого дедульку, на своего. Я обычно за границы выделенной области не выхожу. Ну как, крестик, 2-3 максимум. А это что-то увлеклась, прям меня пошло. А это девочка. Девочка. Вот так вот. Вот такая внезапность. А тут муж заходит и говорит: о,
роза появляется. Я сначала не поняла. Роза, думаю, не может быть, не видела я розы. Не могла я не заметить. Цветочек комнатный есть, да, на подоконнике, но не роза. А это уже имя розы. Наверное, привет от Бальтазара. Ну, хотя нет, это другая роза. Так что у нас, друзья, появляются, будут одновременно почти полностью появляться два персонажа. Вот так. Гармонист Джузеппе и Роза, девчуля. Вот такой сюрприз для меня был. Не ожидала. Да, так это и бывает. Появляются девочки, мальчики. Совершенно неожиданно. Бывает и такое. И вот что еще мне удалось вышить. Ну, не полностью, а только вот немного проявляется бутылочка с вином. Джузеппе приобрел вино у старого монаха в соседнем монастыре, выращенного собственными руками монахов. Вот так, виноградом, а из него вино. Ну, буду продолжать теперь. В общем, до камина, как вы видите, на этой неделе прошедшее дело у меня так и не дошло. Но надеюсь, что на этой неделе я продолжу кладку камина. Вот так, друзья, вот такие впечатления у меня о вышитом участке. Все интересно, ярко, красочно и неожиданно. Я все о девочке. Она меня прям так удивила своим появлением. Вышивала, думаю, что это какое, что-то темненькое. Я перед собой картинку не держу. Я ее исключительно достаю вот к съемкам видео. А так мне интересно, когда появляется рисунок из-под иголочки, неожиданно, что ну вот так и получилось, сюрприз. Мне был приготовлен вышивкой. Ну все, друзья, по вышивке, по отчету вроде бы все. Сколько вышито, я вам сказала. Где и как именно показала. Как это происходило, рассказала. Что в итоге рассказала. Перейдем, наверное, плавно ко второй части. Вы в курсе. Берем все необходимое. Устраиваемся поудобнее. И отправляемся в Средневековье. Загадка Орлеанской девы. Кто-то считал ее посланницей Бога, кто-то народной героиней, а кто-то самозванкой, чьим успехом можно воспользоваться в собственных интересах. Жанна буквально ворвалась на арену истории, когда Франция переживала самые тяжелые времена. По договору в Труа законный наследник дофин Карл VII был лишен права наследования престола. Это обрекало Францию на присоединение к Англии. Королеву Изабеллу Баварскую обвиняли в том, что она была инициатором этого договора. В народе ширилось пророчество: женщина погубила Францию, дева ее спасет. Обычно Жанну д'Арк называют крестьянской девушкой, пастушкой, но есть и другая гипотеза. Выдвигается предположение, что Жанна была незаконнорожденной дочерью той самой Изабеллы Баварской. Эта версия имеет под собой некоторую почву. В 1407 году королева тайно родила дочь, будто бы в скорости умершую. Если короли, герцоги и бароны могли себе позволить признание своих бастардов,
На это католическая церковь смотрела сквозь пальцы. То венценосные супруги были лишены подобного права. Поэтому, если Жанна и была незаконнорожденной дочерью королевы, то она никак не могла претендовать на достойное место при дворе. Обычно в подобных случаях ребенка усыновляли представители обедневшего дворянского рода, где незаконнорожденный мог получить достойное воспитание. Вполне возможно, полагают историки, нечто подобное и произошло и с Жанной. Иначе трудно объяснить, почему эта девушка была образована, знала придворный этикет, прекрасно владела дворянским оружием. В подтверждение этой версии историки приводят протоколы допросов Жанны д'Арк. Она подробно рассказывала о своей жизни в деревне и о своем простом происхождении, но при этом употребляла выражения, несвойственные простым крестьянкам. Предметом ее гордости было рукоделие. Насчет шитья и пряжи я не боюсь поспорить с любой женщиной в Руане. Но это искусство в XV веке было распространено как среди крестьян, так и в высших слоях общества. Жанна рассказывала о себе так: «В моем краю меня звали Жанеттой. Я родилась в деревне Дом-Реми, которая составляет одну из деревней Гре. В Гре главная церковь. Мой отец Жак д'Арк, моя мать Изабелетта по прозванию Роме». С самого детства Жанна выделялась среди других крестьянских детей. В Дом-Реми до сих пор сохранилась легенда о том, что Жанну часто сопровождали птицы. Тропинку, по которой Жанна ходила в гости к брату, и сейчас называют тропинкой пташек. Жанну любили и животные, и люди. Она была бедна, но, по словам тех, кто знал ее девочкой, раздавала все, что могла, и щедрость навсегда осталась ее отличительной чертой. Местный священник Гийом Фронтей считал, что она была лучшей прихожанкой. Жанна не чуралась и крестьянского труда. Свидетели помнят ее на пастбище и с пряжей в руках. Ее видели в поле, где она помогала отцу в пахоте или на жатве. Говорили, что она была и отличной работницей, и мастерицей. Многие современники считали Жанну посланницей Бога. Другие были убеждены в ее связях с нечистой силой. В наше время психологи и психиатры высказали версию, объясняющую загадку Орлеанской девы. Они полагают, что Жанна относилась к тем редким людям, способным некоторое время вести себя как другие личности, например, проявляя такой интеллект или показывая профессиональные умения, о которых до этого не имели никакого понятия. Именно этим, по их мнению, можно объяснить то, что юная девушка, всю жизнь проведшая в деревенской глуши, оказалась способна вести себя, как если бы она была капитаном, проведшим на войне 20 или 30 лет. Одним из проявлений таких способностей психологи считают неспосланные Жанне якобы свыше голоса, которые она начала слышать около 1424 года. Они сопровождались светом, в котором она различала архангела Михаила и святых Екатерину и Маргариту. Некоторые историки полагают, что голоса Жанны были просто риторической фигурой, соответствующим эпохе способом заставить окружающих прислушаться к словам необычного харизматичного лидера. Но, пожалуй, эта точка зрения грешит модернизацией. В христианстве того времени была очень сильна мистическая струя. И визионерство, зрительные и слуховые видения, было распространенной практикой.
Нервная возбудимость, истерические расстройства и другие психические особенности личности часто становились каналом для сверхъестественных откровений, в истинности которых не сомневался ни сам визионер, ни его современники. В первый раз, услышав голос, Жанна дала обет девственности. Голоса будто бы предсказали Жанне, что ей суждено преобразиться и совершить великие дела, потому что Господь вознамерился через нее даровать Франции победу. Небесные покровители предрекли, что ей предстоит, облачившись в мужскую одежду и вооружившись мечом, возглавить военные действия против англичан и короновать Карла в Реймсе. Ей было велено обратиться за поддержкой к Роберу де Бодрикуру. По свидетельствам будущего соратника Жанны Бертрана де Пуленжи, она, явившись в расположение Бодрикура, сказала: «Я пришла к вам от Господа моего, дабы вы известили дофина, что ему следует воздерживаться от сражений с врагом до середины следующего поста, когда Господь мой придет к нему на помощь. Он соделает его королем в виду врагов его, и мне должно привести его к помазанию». Робер де Бодрикур велел отхлестать Жанну по щекам и отправить к отцу. Надеясь покончить со странностями дочери, отец решил выдать ее замуж, но Жанна, давшая обет девственности, наотрез отказалась от замужества. Жених счел себя обманутым и подал на нее в церковный суд. Дважды она ездила в Туль на разбирательство этого дела. Одна, вопреки воле родителей. Жанна присягнула, что сама никогда ничего не обещала истцу, и трибунал отверг его претензии. Девушка свято верила в свою особую миссию. Жанна решила, что настал час отправиться к королю. И 6 марта 1429 года она прибыла в замок Шинон, где находился Карл VII, и сообщила ему, что ей возвещено. Она избрана Богом, чтобы снять осаду с Орлеана, преградить англичанам путь на юг, а затем привести короля в Реймс для коронации. Дева также обещала, что Париж, в то время находившийся в руках англичан, будет возвращен законному королю Франции, и что герцог Орлеанский, находившийся в плену у англичан, вернется на родину. Поначалу король отнесся к Жанне с недоверием. Кто она? Авантюристка или колдунья? Потребовалось специальное церковное расследование, чтобы убедить его воспользоваться помощью девы. Но не менее важным, чем мнение священников, оказалось личное общение с Жанной. Она от имени Господа подтвердила, что Карл является законным наследником престола. У дофина были серьезные сомнения по этому поводу. Охрана Жанны была поручена Жилю де Ре, одному из самых знатных дворян. Он стал ее верным соратником и другом. На собственные деньги вооружил ее войско. Жанна д'Арк была объявлена руководительницей военных действий и во главе армии отправилась в Орлеан. В белых доспехах, под белым знаменем с королевскими лилиями, она воодушевила солдат настолько, что Орлеан был освобожден всего за 9 дней. Обычно Жанна брала знамя в руку, когда отправлялась сражаться, чтобы не убить кого-нибудь, а мечом только защищалась и отражала удары. О том, что не пролила крови, она свидетельствовала и на своем последнем судебном процессе. Постепенно англичане были изгнаны и из других городов Франции.
предпринятый французами поход на Реймс превратился в триумфальное шествие королевской армии. 17 июля Карл VII короновался в Реймском соборе, и во время торжественного акта дева держала над ним знамя. Слава Жанны в этот период достигла высшей точки. К ней обращались с просьбами и письмами. Король возвел ее в дворянское звание и преподнес богатые дары. Но Жанна по-прежнему оставалась простой девушкой, жившей всецело интересами народа и кровно с ним связанной. Отказываясь от богатства и почета, она просила в качестве награды только о том, чтобы жители ее родной деревни Домрми в Лотаринге были освобождены от уплаты налогов. Убежденная, что ее миссия завершена, Жанна просила разрешить ей вернуться в родную деревню. Но Карл, понимая ее значение как объединительного национального символа, отказался удовлетворить эту просьбу. В августе 1429 года французы начали наступать на занятый англичанами Париж. Попытка взять его оказалась неудачной, и, несмотря на настояние Жанны, королевские войска отступили. В этой битве Жанна была ранена. Осенью-зимой 1429 и весной 1430 года Жанна участвовала в ряде мелких стычек с врагом. Она предчувствовала близкую смерть. По словам герцога d'Аленçона, Жанна уже в первые дни сказала королю: «Я проживу год или чуть больше, и надлежит подумать о том, как его использовать». Все служение девы от ее признания до костра продолжалось около 3 лет, а активная деятельность до пленения – год и месяц. Жанна часто говорила: «Я не боюсь ничего, кроме измены». Но ей суждено было пережить предательство. 23 мая 1430 года Орлеанская дева попала в плен к бургундцам и была продана англичанам за значительную сумму. Когда при защите Компьена она осталась немногочисленными верными солдатами отражать атаки врага, чтобы позволить основным частям вернуться в город, капитан крепости приказал поднять подъемный мост, отрезав ее отряд от укрывшегося войска. Что это было? Измена или обычная трусость? До сих пор остается предметом споров. По словам хрониста, деву схватили с большей радостью, чем если бы взяли 500 солдат. Карл VII мог выкупить свою избавительницу у неприятеля, но он не принял участия в судьбе Жанны. Ей попытался помочь Жиль де Ре, однако собранное им войско опоздало. Жанна должна была расплатиться за нанесенное англичанам поражение. Но эта грязная работа была сделана руками самих французов, а точнее оказавшейся в английском лагере представителей французского духовенства. Англичане перевезли Жанну в Руан и заперли в одной из башен города с оковами на ногах и цепью на шее. В январе 1431 года Жанна предстала перед судом инквизиции. Процесс над Орлеанской девой нельзя назвать типичным для того времени. Уже одно то, что к Жанне не были применены пытки ни разу в течение года, свидетельствует о том, что отношение к пленнице было особым. Епископ Кашон, страстный противник Жанны,
почему-то затягивал процесс, отказывался принимать во внимание многие материалы слушаний, не настаивал на ответах подсудимой на некоторые принципиально важные вопросы. Если предположить, что Жанна была принцессой крови, то многое становится понятно. С одной стороны, Кашон выполнял политический заказ. Жанна была символом свободы, символом несломленного французского духа. Она короновала Карла VII, и не было лучшего способа лишить короля трона, чем провозгласить Орлеанскую деву ведьмой. С другой стороны, если Жанна приходилась королю сводной сестрой, обращаться с ней как с простой еретичкой было неуместно. Епископ оказался между двух огней. Англичане официально требовали сожжения Жанны. Король Франции все же тайно пытался ее спасти. Во время процесса Жанна поражала инквизиторов глубиной ответов на самые сложные и щекотливые вопросы. Гийом Мэри указал ей, что если Богу угодно помочь народу Франции, то он может это сделать без нее и даже без войск. Она ответила: «Ратные люди будут сражаться, а Бог даст им победу». Однажды Жанна сказала: «Без благодати Божьей я не смогла бы сделать ничего». Вопрошавшие попытались обернуть слова девы против нее самой и спросили, уверена ли она, что находится в Божьей благодати. Ответ Жанны поразил судей. «Если я не нахожусь в состоянии благодати, да дарует мне его Бог. А если я в нем нахожусь, да утвердит меня в нем Бог. Потому что я была бы несчастнейшим человеком в мире, если бы знала, что не нахожусь в состоянии благодати Божией». Комиссия пришла к заключению: принимая во внимание ее жизнь и поведение, в ней нет ничего дурного, ничего противного правой вере. Но вскоре Жанне предъявили другое обвинение – в колдовстве. Это произошло 2 мая 1431 года. Ей предложили отречься от веры в голоса и ношения мужской одежды. Под страхом смерти она согласилась на отречение и 28 мая была приговорена к пожизненному заключению. Однако в тюрьму ей была подброшена мужская одежда, а стражникам была дана полная свобода действий. Пытаясь избежать насилия, Жанна переоделась в мужской костюм. Это означало рецидив преступления и автоматически вело к смерти. 2 дня спустя ее заживо сожгли на рыночной площади в Руане, а пепел бросили в Сену. По свидетельствам очевидцев, вся площадь была заполнена народом. Казненной едва исполнилось 19 лет. Голоса не покидали ее до самой смерти. Казнь Жанны д'Арк уже не могла изменить ход войны. В последующие годы французская армия теснила англичан. Герцог Бургундский в 1435 году заключил с Карлом VII мир, по которому признал его законным государем Франции, а король закрепил за ним ряд земель с правом выкупа их Франции. В 1436 году англичане были изгнаны из Парижа, затем были освобождены Шампань, Мэн, Нормандия, Гиень. Война завершилась капитуляцией англичан в Бордо 19 октября 1453 года. Англия удержала на территории Франции лишь Кале до 1558 года. Столетняя война стоила французскому народу огромных жертв.
нанесла урон экономике страны, отчасти задержала процесс централизации государства, но на последнем этапе способствовала росту национального самосознания. После многих военных и политических неудач Франция, наконец, обрела былое величие и во второй половине XV века снова стала самым сильным государством Западной Европы. Загадки Жанны д'Арк не закончились с ее смертью. Дело в том, что, несмотря на хорошую сохранность корпуса документов процесса в Руане, официального акта, удостоверяющего казнь Жанны, среди них нет. Во французских хрониках XVI века о казни Жанны говорится в весьма неопределенных выражениях. В бретонской хронике 1540 года сказано, что дева была сожжена в Руане или была осуждена на это. Шампье в «Корабле для дам» 1503 пишет, что Жанна, по мнению англичан, была сожжена в Руане, но французы это отрицают. Эти слухи породили редкий для Франции феномен самозванства. В Париже объявилась некая Жанна д'Армуаз, выдававшая себя за орлеанскую деву. Дальше происходит нечто непонятное. Ближайшие соратники Жанны д'Арк признают в самозванке свою героиню по внешним приметам, по поведению и речи. Их свидетельство оказалось вполне достаточно для того, чтобы парижане носили эту женщину на руках. После триумфального шествия по Парижу Жанна предпринимает поездку в Орлеан. Но если она самозванка, это чревато немалым риском, ведь здесь орлеанскую деву многие знали лично. К тому же, услышав о чудесном спасении, в Орлеан приезжают родные Жанны. У них также не возникает сомнений в правдивости д'Армуаз. Но и это не все. Для свидания с Жанной в город прибывает Карл VII. Прекрасно знавший орлеанскую деву, король присоединился к мнению ее матери и братьев. Что же произошло на самом деле? Если допустить, что Жанну в последний момент подменили другой женщиной, то последующие события вполне объяснимы. Но сомнительно, чтобы настоящая Жанна согласилась избегнуть мученического венца и скрываться где-то 5 лет, разве что предположить, что она была сломлена инквизицией и изменой короля. Если это так, и она была тайно вывезена из Руана, то где скрывалась все это время? Почему, в конце концов, решилась выйти из тени? На эти загадки у историков ответов нет. Известно лишь о бесславном конце возвратившейся якобы Жанны. Выйдя замуж за Робера д'Армуаза, отсюда новая фамилия, и став матерью 2 детей, Жанна приезжает в Париж, где ей готовят триумфальную встречу. Но вместо ожидаемого триумфа она попадает под арест. Жанну поставили к позорному столбу, как самозванку, публично выпороли и сослали в поместье мужа. В процессе разбирательства Жанна д'Армуаз призналась, что все эти годы выдавала себя за орлеанскую деву в поисках славы и денег. Нет, не похожа она на известную нам из истории Жанну д'Арк. Была ли настоящая орлеанская дева благородной принцессой или простой крестьянкой, свою короткую жизнь она прожила достойно, сражаясь за правое дело и вверяя себя высшей истине. Спустя много лет, дабы отвести от себя упреки в том, что он был коронован колдуньей, Карл VII приказал пересмотреть судебное дело.
Жанна д'Арк была оправдана. Но лишь в XX веке католическая церковь признала ее святой. Впрочем, славы ей это уже добавить не могло. Вот так, друзья. На сегодня все. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Мне важно ваше мнение. А я желаю всем мира, здоровья, добра. Встретимся в следующем видео. А пока, пока.